Позвольте вас, конечно, поприветствовать. Здесь много журналистов. Насколько мне проинформировали, более 800 человек в общей сложности. Приятно, что такой интерес к пресс-конференции. Не могу сказать, что у меня недостаток общения с журналистами. Я регулярно встречаюсь, общаюсь, и в ходе моей повседневной текущей жизни, и во время поездок в регионы, а таковых за последнее время у меня, в тот период, когда я работал в правительстве, и вот работаю президентом, было много. Я посетил практически все регионы нашей страны, кроме двух. Но эти два обязательно посещу в ближайшее время. Со многими представителями нашей региональной прессы я встречался и даже вижу некоторые знакомые лица в зале, что особенно приятно. Но тем не менее, вот такой большой пресс-конференции не было. И, наверное, в этом есть резон и определенный смысл для того, чтобы обменяться впечатлениями о развитии нашей страны и международной жизни. Я хочу вас спросить, как главу государства и квалифицированного юриста. Первое, как вы определяете сейчас отношения ваши, ваш взгляд на отношения России с Соединенными Штатами и Западом, в частности с блоком НАТО? Вот, какие есть проблемы и как вы продвинулись? И второй вопрос, он тоже международный, но он юридический, он о внутренней российской жизни. В последнее время в российской власти идет целая дискуссия о том, обязательно ли для России выполнение решения Европейского суда по правам человека. Там есть очень многие решения, которые затрагивают не только материальную сторону, но там говорится о самом духе выполнения этих решений. И вы, как юрист, прекрасно знаете, что это значит. Что вы считаете по поводу выполнения России решений ЕСПЧ? Спасибо. Спасибо. Тема взаимоотношений России с НАТО, она такая очень большая, можно сказать, повседневная для меня, потому что буквально каждый день я действительно этим занимаюсь, и когда получаю доклады министров, и когда читаю всякого рода доклады спецслужб, и просто когда готовлюсь к тем или иным мероприятиям, встречам с иностранными лидерами, которые зачастую представляют блок НАТО. Отношения с НАТО в настоящий момент, на мой взгляд, не самые плохие. И я считаю, что это хорошо для обеих сторон. У нас был напряженный, драматический период, когда мы, по сути, прекратили эти отношения. Не мы были инициаторами, Североатлантический альянс, но я тогда сказал, что как хотят, не хотят сотрудничать, мы навязываться не будем. Я имею в виду август 2008 года. С тех пор уже утекло много воды. Я думаю, что все в целом развивается нормально. Я доволен тем, как прошло мое общение в Лиссабоне во время саммита Россия-НАТО. Мы поставили важные вопросы, мы договорились о том, что будем сотрудничать по самым важным стратегическим направлениям повестки дня, включая Афганистан, борьбу с терроризмом, борьбу с наркотрафиком. Есть новые темы, по которым, я считаю, мы обязаны договариваться, иначе все будет развиваться в плохом стиле. Я имею в виду противоракетную оборону. Эта ситуация отдельная, я два слова буквально скажу, хотя неоднократно уже давал оценки. Мы хотели бы, чтобы развитие европейской противоракетной обороны подчинялось понятным правилам. Всем должно быть очевидно, что противоракетная оборона – это способ блокирования или купирования стратегических возможностей целого ряда стран. Когда нам говорят, это направлено не против вас, я это принимаю к сведению, но понимаю, что другие страны, которые в данном случае имеются в виду, такими возможностями, как Россия, пока не располагают и вряд ли в ближайшие годы будут располагать. Обычно нам говорят, это вот Иран, там еще что-то. У них таких возможностей нет. Значит, это против нас? А если это против нас, тогда пригласите нас к сотрудничеству.
или скажите об этом открыто. Я надеюсь, что те вопросы, которые были мною поставлены перед моим коллегой и моим другом, президентом Обамой, они на эти вопросы ответят. И мы сможем выработать модель сотрудничества по противоракетной обороне. Если не выработаем, тогда нам придется принимать ответные меры, чего бы очень не хотелось. И тогда речь пойдет о форсировании развития ударного потенциала ядерных средств. Это был бы очень плохой сценарий. Это был бы такой сценарий, который отбросил бы нас в эпоху холодной войны. И я сказал своему коллеге, что ты знаешь, в 2020 году, когда уже пройдет все 4 этапа подготовки так называемого адаптивного 4-стадийного подхода, вполне вероятно, что эти решения будешь принимать не ты, и даже, может быть, не я. Но их кто-то будет принимать. И, скорее всего, руководители России будут руководствоваться именно этими соображениями. Поэтому мы должны сейчас подумать о том, каким мы передадим эту проблему будущим поколениям политиков. Это исключительно важная тема. Она может испортить все то, что мы сделали за последние годы, включая, на мой взгляд, очень важный договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Потому что в нем есть прямо оговорка о том, что если будет развиваться ПРО, и это будет означать взламывание стратегического паритета, договор может быть приостановлен и даже прекращен. Вот на это мне хотелось бы обратить внимание всех моих партнеров по НАТО и сказать, что мы готовы к сотрудничеству, и в то же время мы надеемся на то, что мы получим гарантии от ненаправленности этих потенциалов на нас. Не все еще. Задали 2 вопроса. Я, как человек добросовестный, отвечу и на вопрос по ЕСПЧ. Значит, Россия является членом суда, подписала все документы и обязана их выполнять. Мы и дальше будем так поступать. Для нас членство в европейских институтах является исключительно важным. При этом мы не можем не видеть и некоторые трудности, с которыми мы сталкиваемся, потому что мы, скажем так, формирующаяся демократия, у нас достаточное количество проблем. В ряде случаев этот суд выносит решение против Российской Федерации. В принципе, они исполняются, включая платежи, которые российская казна осуществляет в адрес истцов. Но в некоторых случаях, о чем, наверное, и вы говорите, возникает ощущение того, что решение суда принято не беспристрастно, а иногда даже может быть политически мотивировано. Мы не говорим об этом вслух, но такие мнения существуют. И именно поэтому эти решения подвергаются обсуждению в юридических кругах. Об этом говорят некоторые наши политические лидеры. Но это не значит, что мы прекратили свое членство и собираемся отказаться от участия в ЕСПЧ. И мне на это хотелось бы обратить особое внимание, потому что всякий суд должен создавать у всех сторон ощущение своей незаангажированности, беспристрастности и справедливости. Идет ли речь о внутреннем суде или же суде международном? В первую очередь хочу сказать вам спасибо, Дмитрий Анатольевич, за внимание к нашей республике, за поддержку и заслуженное доверие главе республики Рамзану Кадырову. Вот о чем хотелось бы мне спросить. Мы в этом году отмечаем 60-летие со дня рождения первого президента Чеченской республики Ахмада Хаджи Кадырова, трагически погибшего в результате теракта. Скажите, пожалуйста, поделитесь, каким в ваших воспоминаниях остался первый президент Чеченской республики? И второй вопрос, очень коротко. 2 года назад парламент Чеченской республики обращался к вам с просьбой присвоить городу Грозному почетное звание «Город воинской славы». Дмитрий Анатольевич, история знает вклад города Грозного в победу в Великой Отечественной войне. Это был наряду с Баку один из поставщиков главных нефти. Десятки тысяч грозненцев служили на фронтах. Дмитрий Анатольевич, обращаюсь к вам как к главе государства. По достоинству оценить вклад города Грозного и решить вопрос присвоения звания заслуженно городу Грозному, города воинской славы. Спасибо. Спасибо. Я отлично помню, как я последний раз встречался с Ахмад Хаджи Кадыровым. Это было во время выездного совещания, по-моему, это был президиум Госсовета, незадолго до его гибели. Кстати,
в этот же день я познакомился с Рамзаном. Он мне его представил. Ну вот и буквально спустя, по-моему, неделю, может быть, 10 дней, произошел этот теракт. Это, конечно, было очень такое тяжелое, очень страшное происшествие. Я работал главой администрации, мне позвонил Владимир Путин и сказал, что вот это произошло. Знаете, он всегда на меня производил впечатление человека, который очень любит свой народ и очень искренне желает ему добра. Он не был равнодушным человеком, он был очень мужественным человеком. И благодаря его мужественной, иногда, может быть, даже безрассудной позиции по каким-то вопросам, безрассудно смелой, республика вернулась к нормальной жизни. Поэтому вот эти минуты, когда я с ним общался, он приходил ко мне довольно регулярно, они у меня навсегда останутся, как останется и память о нем, как о человеке, который принял очень непростые и очень важные решения и тем самым спас огромное количество людей. Что касается Грозного и почетного звания, откровенно сказать, я не видел обращения на эту тему. Я готов уточнить, что и когда было сделано, обращался ли парламент Чеченской Республики, готов рассмотреть этот вопрос, ну, конечно, в установленном порядке. Как вы оцениваете экономическое развитие северокавказских республик на данный момент? Второй вопрос. Когда по планам федерального центра эти республики должны перестать быть фактически полностью дотационными? И третий вопрос. Как дальше федеральная власть, центр, собирается вести политику в отношении Северного Кавказа? Спасибо. Ну, хоть вы и сказали, что это 3 вопроса, мне кажется, это по сути составляющая одного вопроса. Действительно, развитие северокавказских республик является одним из наших приоритетов, именно потому, что ситуация там все-таки существенно сложнее, чем в других территориях. И связано это с самыми разными причинами. Одна из них – это большое количество безработных, особенно среди молодежи. В ряде республик это 30-40%, а это провоцирует самые тяжелые, самые негативные процессы, включая, конечно, и экстремизм, уход молодежи в бандитские подполья, непримиримость позиций и так далее. Поэтому мы вкладываем туда деньги, я считаю это абсолютно правильным. Когда мне говорят, знаете, вот нужно перераспределить эти деньги как-то иначе, это близорукая позиция. Наша страна сильна тем, что она сохраняется в единых границах. Если мы начнем по-другому воспринимать друг друга, себя, то мы можем просто разрушить все, что было создано до сих пор. Поэтому приоритет поддержки Северного Кавказа обязательно останется. Именно для того, чтобы это были процветающие, современные регионы, с которыми молодежь, которая живет там, и вообще люди, живущие в этом регионе, связывают свое будущее. Значит, дотации – это временная мера, но они сохранятся до тех пор, пока там не начнет работать конкурентоспособный частный или государственный промышленный сектор и не начнет работать нормальная сфера услуг. В этом смысле Кавказские республики очень неплохо, на мой взгляд, смотрелись бы в смысле точек для развития туризма, потому что там традиционно используются самые разные технологии приема делегаций, и там есть хорошие вообще наработки в этом плане. Ну и мы будем это делать до тех пор, пока там не возникнет нормальная экономическая ситуация. Я считаю это абсолютно правильным. Так же, кстати, как и делать это в отношении других регионов. Но там проблем очень много.